Всем доброго дня! Я рада приветствовать вас на своем канале «Готовлю вкусно с огоньком». Я сделала пирожное в виде сердечек и теперь решила приготовить зеркальную глазурь. Рецепт приготовления взяла из интернета. Готовлю впервые, поэтому не судите строго. В сотейник я уже взяла глюкозный сироп. Добавляю туда сахар, также вливаю воду. Добавляю воду в желатин. Желатина у меня, к сожалению, два вида, так как закончился быстро растворимый. Хорошо размешиваю, чтобы желатин набух. Хорошо размешаю в сотейнике содержимое и поставлю на плиту на небольшой огонек и доведу до кипения. Необходимо, чтобы сахар полностью растворился. Кристаллы сахара полностью растворились. Теперь в горячий сироп добавляю наш белый шоколад и хорошо размешиваю до полного его растворения. Сюда же добавляю наш набухший желатин. Хорошо размешаю, чтобы желатин также растворился. Вливаю сюда сгущенное молоко. Хорошо размешаю. Добавляю в сотейник гелевый краситель. Все хорошо перемешиваю и добиваюсь необходимого мне цвета. Все содержимое пробиваю блендером, хотя можно этого было и не делать, потому что масса была однородной. Теперь всю массу пропускаю через сито для того, чтобы удалить пузырьки. Сделаю это дважды. Вот теперь я сделала небольшую ошибку, из-за которой у меня глазурь покрылась неравномерно, очень тонким слоем. Необходимо глазурь было поставить в холодильник, чтобы глазурь полностью остыла, а затем немножко подогреть до необходимой температуры. Как оказалось, рабочая температура для покрывания зеркальной глазурью пирожных у всех разная. Я покрывала при температуре 37 градусов, и это, наверное, оказалась моя большая ошибка. Я дождалась, пока немножко остынет глазурь, и затем покрывала еще раз. Покрывать десерты глазурью необходимо на большой решетке, чтобы десерт не прикасался друг к другу, а слой глазури ложился равномерно. Пирожное необходимо было снимать немного раньше, так как потеки из глазури прихватились и на решетку. Поэтому пирожные снялись не очень аккуратно, и мне пришлось все дефекты прикрыть с помощью кокосовой стружки. Блюдо я также присыпала кокосовой стружкой, и у меня получился десерт под названием «Сердце на снегу». Хотя внешний вид и желает лучшего, но пирожное внутри выглядит очень красиво, а на вкус очень-очень даже вкусное. Это моя первая попытка в приготовлении зеркальной глазури, и на этом я останавливаться не собираюсь. Также вам желаю приготовить такой же десерт по моему рецепту. Рецепт этого десерта смотрите у меня на канале. Ссылочку дам внизу под описанием видео. Большое спасибо за просмотры. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Оставляйте под видео свои комментарии и пожелания. До новых встреч. Всем пока.